Мы не рабы, но мы можем быть рабами своих страстей. Каждый с очень далеких измерений, планет, сокровенных, невообразимых. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Гениально, все очень просто. Мы будем все упрощать. Многое наворочено в нашей жизни. Мы будем это делать максимально просто. Без всяких усложнений. То, чтобы человек мог себя искать и находить наипростейшим путем. Мы не рабы Божьи. Точка. Нашему Отцу, моему и вашему, рабы не нужны. Рабы нужны рабовладельцам. Да, государству нужны рабы. И все. Своих овец пасти. Подгонять. Но мы поговорим о том, что где Творец, где Он спрятался и как его найти. Наша Земля – это большая игра. Мы в нее приходим все добровольно. Я и ты. Поверь, сюда пришли добровольно. Цель игры – выиграть. Как любую игру, надо выиграть. Будь то ты был Бог в других измерениях, ты с далеких, ты самая развитая сущность. Это я обращаюсь к вам, мои дорогие друзья. Да, вы очень развитые, вы гениальные. И не потому, что я хочу вам комплиментов наговорить. Это так и есть. Но перед тем, как родиться здесь, у нас у всех знания закрыли. Зачем? Чтобы игра была интересней. Давайте представим, что мы прибыли сюда, каждый с очень далеких измерений, планет, сокровенных, невообразимых, даже что мы не можем сейчас представить себе. И вы захотели поиграть в игру, войти в аватар, в тело. Но при этом у каждого закрыли знания. Времени у нас много, мы бесконечные. Мы вечные. Мы не начинающиеся даже. Мы никогда не начинались. Все не начиналось и не кончалось. Это игра. Но игра замечательная. Она короткая. Она всего лишь 70, 80, 60 лет. Кто 10 живет, кто 1 годик живет. У каждого игра своя, индивидуальная. Ради какой он приходит. Эта игра заключается не в одну жизнь. В этой игре много серий. Очень много. Ну, я бы сказал, больше, наверное, даже 1000. Но если брать тот учет, что мы вечные, то я думаю, это нормально, пойдет. Это у нас будет основа. Мы прибыли все сюда, воплотились с разных измерений, с очень невообразимых. Наш ум здесь не может даже представить, кто мы. Вы и я. И все вокруг. Своего рода иллюзия, игра, энергия. И когда мы прибыли сюда все, решили, нам дали возможность воплотиться, говорят, ну, готов вот в такую жизнь поиграть. Будет карма у тебя такая-то, встретишься там 100-то. Ну, приблизительно, может, там что-то ты сможешь отойти. А некоторые приходят, они вообще и представления не понимают, что такая игра существует. Они говорят, ух, а как у вас там? Так, ничего себе. И я хочу в такую игру сыграть. Сколько там надо? Столько. Да, у меня времени много, давай. Да. И страдания, и все. Это часть игры, это как фильмы вы смотрите. И ужасы, и триллеры, и плачете, и вы... Это эмоции. Но когда вы осознаете себя, вы сможете в эти эмоции играть на улице. Моя задача вам объяснить то, что вы смотрите на телевизоре фильмы, вы можете это более реально видеть каждый день.
Потому что это и есть фильм. Мы находимся в фильме, который также само записывается. И мы являемся актерами, участниками. Каждый занимается своим делом. Каждый учится, как он игнорирует, как он думает. Но этот фильм крутой. Тут записываются эмоции, мысли. Все записывается. Почему говорят, Отец вездесущий видит все везде. Он видит каждую твою мысль, каждое желание. Все сохраняется. Но не в качестве, чтобы вас судить и унижать, а в качестве памяти для вас же самих. Когда вы делаете фотографию на память с родственниками, с близкими, с родными, которых нету сейчас уже здесь с вами и со мной, вы ее делаете ради того, чтобы помнить их. Что было такое время, были такие люди прекрасные, были впечатления, объединяющие их. Любовь, уважение – это в каждом есть из вас. Даже в самой душе, в той, которая самая черствая. Есть такие ощущения. Есть такие люди. И это все переживание. Это все записывается на нашу, так сказать, карму, жизнь, фотопленку. Это очень прекрасно. Когда эта игра кончится, но она многосерийная, очень многосерийная. Но задача узнать, что ты находишься в фильме, узнать, что ты есть Творец. Это я вам раскрыл все карты. В себе. Он там. В ваших сердцах. Я указываю на ваши сердца. На ваши души прекрасные. И мы записываем эту игру, чтобы это было в нашей памяти. У нас после будет очень много разных игр. У каждого индивидуально. Потому что когда люди уходят, знания все открываются. Это как мотор снято. Ты выходишь, все, фильм, и ты можешь посмотреть на экране, вот так ты играл. Так и будет после каждой жизни. Но в эту жизнь так же само приходит, всех пускает режиссер. Назовем так в данную секунду. Это такая же задача в каждой из вашей жизни. Добиться успеха, богатства, но не повредить никого и ничего, ни других людей, ни другие судьбы. Это и есть самое главное, что мы должны научиться. Без этого игра становится слабенькой. Но это не значит, что вы попадете в ад. Вы будете этот экзамен пересдавать. Вы будете все то же самое опять делать. Самое интересное, вы сами будете этого хотеть пересдать. Опыты. Когда мы выходим с этой жизни, мы понимаем, там другое понимание. Там понимание совсем другое. У них оно открытое. А у нас оно здесь на земле, у всех все закрыто. Мы ничего не знаем о другом состоянии, измерении. Но это условия игры такие. Будьте богатыми, добивайтесь успеха, но не ломайте другие души. Вы скажете, как? Учитесь ювелирно работать и жить. Будьте теми мастерами, которые изготовляют блоху в подкове или подкова на блохе. Вы представляете, какая это ювелирная работа? Вот так и жить надо. Всем большой-большой привет. Миру мир. Мы не рабы. Говорит, ухо, как у вас? Так, ничего себе. Я хочу в такую игру сыграть. Как фильмы вы смотрите. И ужасы, и триллеры, и плачете, и вы... Это эмоции. Я люблю вас. Уважаю.